Привет, друзья! Вы смотрите видеообзор, тест-драйв и испытания городских электросамокатов 2021 года от бренда Midway серии Yamato. Перед вами электросамокаты Yamato 0810, Yamato 0809 и Yamato 0809 Pro. И сразу спойлер, это, пожалуй, лучшие электросамокаты для города среди бюджетных моделей в соотношении цены, качества и технических характеристик. С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. И пока я не начал, запасайтесь вкусняшками. Впереди, как всегда, концентрат интересной и полезной информации. Давайте сразу, коротко и по делу. В предыдущем выпуске я издевался над электросамокатами Midway i-серии, которые гораздо больше, тяжелее и, соответственно, дороже сегодняшних экземпляров. Однако именно эти модели серии Yamato первыми задрали планку высокого стандарта качества среди бюджетных городских электросамокатов, обойдя всех конкурентов на рынке, предлагая надежный продукт по самой вкусной цене. Yamato провели ребрендинг и превратились в Midway, оставив предыдущее название. Да заткнись уже, умник, ты еще историю бренда вспомни, про название кораблей начни рассказывать. Вали отсюда! Давайте начнем тест-драйв, замерим максимальную скорость и дальность поездки каждого электросамоката, испытаем Yamato на прочность и выпотрошим всю начинку. И параллельно поговорим о параметрах технических характеристик, да? по цене каждой модели. Я сказал, только хардкор и максимум драйва! Начнем с самого младшего по своим характеристикам электросамоката Midway Yamato 0810. Замер максимальной скорости и запаса хода буду проводить под GPS. Индикатор заряда показывает полную колбасу. GPS включен. Погнали! Yamato 0810 оборудован задним мотор-колесом, номинальная мощность 240 Вт и 380 Вт при пиковой нагрузке. Установленный 24-вольтовый аккумулятор на 10 Ампер-часов, то есть 240 Вт общей емкости, и по заявлению производителя позволяет проезжать до 23 км на одном полном заряде. Максимальная скорость может достигать значения в 25 км в час. Вполне логично, что скорость и запас хода указаны со звездочкой, то есть при идеальных лабораторных условиях. Да и по факту модели Yamato вообще не рассчитаны на те нагрузки, которым я подвергну их в ближайшее время. С моей нагрузкой, согласно GPS, городской электросамокат достиг своего предела скорости на отметке 24 км в час. Второй электросамокат, назовем его средний электробро, Midway Yamato 0809. Также полная сосиска индикатора заряда батареи, GPS готов к замеру. Мощность данной модели 350 Вт в номинале и 470 Вт максималка. Аккумулятор уже на 36 вольт и 5,2 Ампер-часа, то есть 187 Вт-часов общей емкости. И при идеальных условиях его должно хватать на дистанцию до 20 км. Максимальная скорость по документам до 30 км в час. Реальная же максимальная скорость с нагрузкой в 90 кг составляет 25 км в час. Все же условия моего тест-драйва далеки от идеальных. И, наконец, самый старший электробро серии Yamato, городской электросамокат Midway 0809 Pro. GPS готов, полная сарделька индикатора батареи, погнали! Номинальная и максимальная мощность мотор-колеса, как и у предыдущего электросамоката, от 350 Вт до 470 Вт соответственно. Однако Pro-версия имеет более емкостную батарею, штатный 36-вольтовый аккумулятор на 10 Ампер-часов и 360 Вт-часов соответственно. Дает возможность проезжать расстояние до 35 км на полном заряде. Максимальная скорость заявлена до 30 км в час. Не забываем про звездочку. Итак, максимальная скорость, которую мне удалось развить со своим весом порядка 90 кг, составляет 25 км в час, по крайней мере, при полном заряде аккумулятора. Пока я выкатываю батареи в ноль, давайте быстренько пробежимся по внешнему виду и общим конструктивным особенностям всех моделей. Начнем с внешнего вида. По дизайну это практически копии. Выделяется лишь один экземпляр Yamato 0809 Pro, который имеет дополнительный рычаг с левой стороны руля. Самому старшему досталась более совершенная тормозная система. Модели 0810 и 0809 уже имеют по два варианта торможения. С левой стороны руля каждый электросамокат имеет клавишу электронного тормоза при помощи заднего мотор-колеса.
А с внутренней стороны задних крыльев присутствуют металлические пластины и могут быть использованы в качестве классического метода торможения, как понимаю, на случай экстренной остановки. Хотя лично мне для остановки вполне хватает электроники, а вообще это дело привычки. Теперь, что касается старшего Yamato 0809, помимо заднего классического и уже встроенного в рычаг электронного тормоза задним мотор-колесом, на переднее колесо установлена механическая тормозная система закрытого барабанного типа. Как это работает? При легком нажатии освобождается концевик и срабатывает задний электронный тормоз. При более сильном подключается механика барабана спереди. Очень умно придумано, чтобы при резкой остановке райдер не перелетал через руль. Далее кратко по пунктам. Городские электросамокаты Midway серии Yamato в штатной комплектации уже имеют все необходимое. Классические звонки, к которым люди уже привыкли и на которые правильно реагируют, в отличие от электронных пищалок. Удобные клавиши акселераторов, отвечающие за старт поездки, а также набор и удержание скорости. В отличие от курков, подобный вариант управления предпочитает большинство начинающих райдеров. Хотя это все тоже дело привычки. По центру руля у каждого электросамоката располагается дисплей с набором всех необходимых показателей. Спидометр, индикатор уровня заряда батареи, выбранный скоростной режим и единицы измерения в километрах или милличасах. Включение и выключение электросамокатов производятся при помощи длительного удержания одной единственной клавиши. Единоразовое нажатие включает и выключает переднюю LED-фару. Конечно, не стоит рассчитывать на прожекторный луч, но с учетом невысокой скорости городских моделей этого вполне хватает даже для поездок в ночное время по неосвещенной местности. Двойной клик все той же кнопки отвечает за смену скоростных режимов, где отсутствие значка «экономный», белый значок «средний» и красный значок «максимальный спортивный режим» соответственно. Если вам интересен более расширенный функционал, включение круиз-контроля, смена старта поездки с места или только после толчка ногой, просмотр информации о модели и тому подобное, то вы всегда можете скачать бесплатное фирменное приложение Midway в Play Market или Play Store. Детально о приложении и его возможностях вы можете посмотреть в предыдущем выпуске о электросамокатах Midway i-серии, нажав на соответствующую иконку в конце этого ролика. Кстати, интересное решение со стороны производителя. В качестве подарков в комплектации покупатели получают крепление для телефона. Насколько долго продлится такая халява, я честно не знаю. Уточняйте, пожалуйста, информацию перед покупкой. По поводу комфорта поездки. Еще раз напомню, это городские электросамокаты, предназначенные для поездок по ровному асфальту и правильно уложенной тротуарной плитки, где правильно значит ровно, а не абы как, что зачастую встречается даже на набережной в центре Москвы. Все колеса по 8 дюймов, передние накачиваемые, и довольно хорошо сглаживают неровности по типу стыков, трещин и небольших перепадов. Также все модели оборудованы передними амортизаторами пружинного типа над передними колесами в рулевых колонках. Задние колеса у всех электробратьев цельнорезиновые. Особенность в том, что их невозможно проколоть и не нужно накачивать. Но с учетом полного отсутствия задних амортизаторов, при длительных поездках по бездорожью или, не дай бог, по брусчатке, вибрация передается до самых зубов. Да, мощность этих электрозверьков вполне позволяет ездить даже по пересеченной местности. Но диванного комфорта ждать не приходится, ведь это не просто городские паркетники, которые для этого не предназначены, но и одни из самых бюджетных электросамокатов на рынке. А мы как любим, чтобы дешево, но сердито, то есть надежно и на века. Ну так давайте проверим. Я вас очень прошу, не повторяйте увиденное во время моих испытаний. Я специально подвергаю электротранспорт высоким нагрузкам, чтобы ускорить его износ по всей конструкции, как если бы он проехал несколько сотен, а то и несколько тысяч километров, но уже при условиях правильной эксплуатации.
я делаю это в первый раз. Не так уж и плохо. Можно сказать, 5 метров. Следующий. Так. Первый был 0.810. Второй 0.809. Тяжелее будет. Неплохо. Подальше. Последний. 0.809 Pro. Вот почему я говорю, не повторяйте моих действий из видеороликов. Отлетела башка, но отлетела она, я смотрю, фишка отсоединена. И здесь отключены фишки по внутренней стороне. Их вырвало, прям удар, походу, куда-то сюда пришелся. Вот они. Сейчас подключим обратно, посмотрим, будет он работать или нет. Midway 0809 с оторванной головой после броска на дальность. И что интересно, в предыдущий раз, в прошлом видео, я в Midway не залезал в голову. Смотрите, здесь плата тоже пролачена. Это круто. То есть и голова тоже имеет влагозащиту. Но это было логично вполне, по заявлению производителя IP56. Ну и то, что в принципе они под дождем работают нормально, полноценно. Ну вот, есть возможность, показываю пролаченную плату. Значит, тут у нас два самоката. Midway 0809 Pro, Midway 0810. Ну, в общем, полный порядок. С ними ничего не случилось после бросков. Крепкие орешки. Ну ничего. У меня для них еще впереди сюрприз. А пока ставим голову на место. Посмотрим, включится он, не включится. Тормоз подключен и работает. Включилось табло. Ушла ошибка. И последнее. Свет. Есть свет. Ну так все, огонь. Проверка скоростных режимов. Все переключается, все окей. Друзья, да, они действительно неубиваемые. Единственное, конечно, башка вырвана, но ничего не поделаешь. Будем тестировать дальше с выбитой башкой. Итак, 0809. Подбитый лебедь наш. Посмотрим, как он едет. Нормально едет. Как теперь только остановиться с одной рукой? Ну окей. Есть тормоз. Все работает. Стопарь загорается. Все отлично. Огонь. Испытываем дальше. Ищем предел прочности электросамокатов Midway серии Yamato.
Нашел бордюрчик, но ввиду разницы по клиренсу 0809 Pro у него самый такой низкий, можно сказать, клиренс из-за толщины деки. Дека пластиковая. В общем, я его сейчас протестирую. Те пока товарищи отдыхают в сторонке. Они колесами встают на землю. А вот это вот у меня в подвешенном состоянии. Здесь колесо висит. Там его можно приподнять. Вот таким вот образом. Сейчас покачаемся на деке, посмотрим, выдержит ли пластиковая дека мою нагрузку. Попрыгаем. Ну, в общем-то, честно говоря, нормальный, крепкий пластик, реально. Потертости-то, естественно, остаются, но пробить его будет сложно. Блин, ну нормально, кружение по самому. Я думаю, вырезание. Все электросамокаты Midway имеют заводскую пылевлагозащиту по стандарту не ниже IP56. То есть водяные струи, летящие под любым углом, не должны причинять вреда электронике. Я уже поливал продукцию данного бренда под напором из шланга, и после тест-драйва, даже при условии, что изнутри вытекали целые лужи, электросамокаты продолжали работать. В этом видео я решил перейти черту заводского стандарта. Забегая вперед, скажу, я уже откатал 2 модели из 3 на проверку запаса хода в сырую погоду, под дождем и по лужам. А теперь я макну электросамокаты в пруд. К слову о непродолжительном погружении на глубину до 1 метра, чтобы электроника не вышла из строя, ее стандарт защиты должен быть на более высоком уровне IP57. Логично, что при этом не предполагается работа устройства под водой.
По итогу все модели выдержали испытания, включаются и готовы ехать на разбор. Четко? Наверное, можно было бы их подсушить по примеру последнего видео, но, к сожалению, огнеупорных электросамокатов на момент съемок еще попросту не существует. Кстати, по поводу веса и габаритов вся необходимая информация сейчас на экране. Начнем разбор по порядку с самого младшего Midway Yamato 0810. Откручиваем винты по периметру нижней крышки. Все болты имеют фиксатор резьбы. По краям нижней крышки идет специальная проставка. Ее задача, если не исключить, то минимизировать возможность попадания влаги в основной отсек с электроникой. Обе ленты точечно посажены на герметик в районе примыкания с поперечными проставками у переднего и заднего колеса соответственно. Но, как видно, вода явно проникла внутрь, осталась с внутренней стороны крышки и каплями свисает с контроллера. Соединение большинства проводов реализовано через коннекторы с дополнительной защитой в виде термоусадки. Единственное место, куда термоусадки не хватило, это силовые провода от самой батареи. На мой взгляд, это очень странно. Элементы питания убраны в герметичный пластиковый кейс, приклеенный к внутренней стороне деки при помощи мягкого, я бы даже сказал, воздушного двустороннего скотча. Все надписи на батарее полностью на русском языке. Кстати, даже есть индикатор попадания влаги. Давайте проверим. Да, при попадании жидкости он действительно приобретает красноватый оттенок. Друзья, внимание! Еще одна отсылка: не повторять то, что видите во время моих испытаний. Даже несмотря на высокий уровень влагозащиты, если вода попадет на данный индикатор, владелец автоматом лишается гарантии, что, собственно, на нем и написано. В передней части электросамокат Yamato 0810 усилен вставкой из стали с дополнительными ребрами жесткости. И это очень круто, так как практически исключает возможность возникновения люфта и придает ощущение монолита для всей конструкции. Что касается воды на контроллере и вокруг него, похоже, чихать контроллеру на любую жидкость — это и не мудрено, так как он полностью залит компаундом на заводе производителя и, несмотря ни на что, продолжает работать. В данной ситуации контроллер является необслуживаемым и в случае выхода из строя подлежит замене в виде целого модуля. На маркировке мозгов указаны следующие показатели: 21,6 вольта и 17 ампер, что в принципе предполагает возможность выдавать на мотор-колесо до 367,2 ватта, то есть на 13 ватт меньше, чем заявляет производитель. Вроде мелочь, но осадочек на ложечке остался. Далее, с одной из сторон задней оси можно отметить усиление в виде стальных пластин. С другой стороны, пластины отсутствуют, наверное, из-за вывода силового кабеля. Габаритный огонь, он же стоп-фонарь, на заднем крыле спрятан в пластиковой ячейке. Единственное отверстие для проводки не только очень маленькое, но и загермечено наглухо. Словить в этом месте короткое замыкание уже не получится. По традиции проверим работоспособность рассмотренной модели. Забыл добавить к общей надежности. Нижняя крышка деки выполнена из металла. Плохо это или хорошо, напишите, пожалуйста, в комментариях. И давайте сразу посмотрим, какую дистанцию удалось проехать мне и при каких нагрузках. Средняя скорость 20 км в час, температура за бортом плюс 25 градусов, встречный ветер 3-5 метров в секунду, относительно ровная дорога, нагрузка 90 кг, итог запаса хода 15,4 км. Второй городской электросамокат Midway Yamato 0809. И сразу продемонстрирую, что электросамокат полностью исправен. Для вскрытия все тот же алгоритм нехитрых манипуляций. Нижняя крышка выполнена из металла, аналогично предыдущей модели. Болты также имеют фиксатор резьбы. Да и после вскрытия ничего кардинально нового я не обнаружил. Проникновение воды внутрь, наличие проставок, аккумулятор в герметичном пластиковом боксе.
Единственное, что стоит отметить, индикатор здесь как на утопленнике, полностью красного цвета, но при этом электросамокат работает и готов к дальнейшей эксплуатации. Начинка — копия предыдущей версии, усиленная конструкция, контроллер залит компаундом. Но с термоусадкой на фишках явно пожадничали, и это немного обескураживает. Все коннекторы мокрые, силовой кабель вообще перепачкан какими-то водорослями. И почему электросамокат до сих пор на ходу, я, честно говоря, понять так и не смог. И то, что не произошло замыкание, это либо настоящее чудо, либо вся проводка и соединительные элементы обработаны чем-то наподобие лака. Согласно маркировке 36-вольтового контроллера на 15 ампер, максимальная мощность электросамоката может достигать 540 Вт включительно, что на 70 Вт даже больше, чем заявляет производитель. Конечно, при условии, что мощность не ограничена внутренними настройками. Стопарь также загермечен наглухо. И с одной стороны задней оси добавлены стальные пластины. И давайте еще один контрольный пуск. Общее пройденное расстояние электросамокатом Yamato 0809 на одном полном заряде вы сейчас видите на экране. Да, испытываемые нагрузки дают о себе знать. Райдер с весом до 70 кг, например, подросток или девушка, думаю, реально смогли бы проехать расстояние до 20 км, заявленное производителем на скорости в районе 15 км в час. И последний на сегодня городской электросамокат Midway Yamato 0809 Pro. Нижняя часть деки электросамоката выполнена из пластика. Приступаем к вскрытию. Утверждать, что на болтах по периметру нижней крышки есть фиксатор резьбы, я не рискну, потому что я его толком не вижу, хотя с другой стороны на болтах есть темные пятна. Как будто бы фиксатор был, но то ли куда-то испарился, то ли он полупрозрачного серого цвета. А что думаете вы? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. По периметру есть уже привычные нам проставки, и в данной модели они, похоже, действительно выполняют свою функцию. Капли воды и разводы имеются исключительно в местах прилегания крышки. В самом же батарейном отсеке буквально несколько капель, которые, я уверен, залетели с верхнего бортика во время вскрытия. Идем далее. Передняя часть усилена стальной вставкой. В батарейном отсеке, обратите внимание, есть свободное место, которое, кстати, можно легко использовать для увеличения штатной батареи. Аккумулятор находится в герметичном пластиковом кейсе, я бы сказал, аквабоксе. Подключение всех проводов через коннекторы с термоусадкой, вновь за исключением силового кабеля. Может, это специально сделали? Непонятно. Контроллер полностью залит компаундом. Маркировка 36 вольт 15 ампер, то есть способен выдавать до 540 Вт включительно. Все остальное идентично показанному ранее. И в заключении включаем электросамокат. Газ, тормоз, Yamato 0809 Pro полностью исправен и готов к поездке. Итоги запаса хода вы видите на экране. А сейчас перед вами таблица технических характеристик и цены электросамокатов на дату выхода обзора. Узнать актуальные цены на момент просмотра можно на официальном сайте магазина, пройдя по ссылкам в описании к этому видео. На мой взгляд, электросамокаты Midway серии Yamato реально заслуживают звания «Лучшие бюджетные городские электросамокаты 2021 года» в соотношении цена-качество. Если хотите получать уведомления о выходе новых видео с тест-драйвами и испытаниями, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, ведь впереди, как всегда, очень много интересного. С вами был Роман, испытатель электротранспорта, и, как оказалось, действительно надежные электросамокаты Midway серии Yamato из магазина Герасмарт. Вы самые классные! До новых встреч на просторах Ютуба!